Султан Сулейман, известный большинству как Сулейман Великолепный или Кануни, 10-й султан Османской империи, законный супруг своей бывшей наложницы Хюррем Султан. Что мы не знаем о нем, как зрители сериала? Какую историю скрыли киношники и что нам точно нужно знать? Я собрала самые скрытые факты, как мне показалось. Возможно, что-то из этого знаете и вы. Давайте вместе обсудим эти факты, и, возможно, кто-то из вас поделится с нами другими деталями, о которых я забуду упомянуть. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте пусть даже очень короткий комментарий. В условиях ограниченных возможностей для публикации более глубоких роликов это будет самой лучшей наградой для меня. Заранее спасибо всем вам, вы добрые люди. Итак, перед нами 10 фактов о султане Сулеймане Великолепном или Кануни. Факт первый. Сулейман рос в самых ужасных условиях. В год рождения Шахзаде Сулеймана и его ранние годы в империи бушевала чума и ряд других инфекционных болезней. Большая часть подданных султана Баязида голодала, а болезни косили людей тысячами. Это касалось не только обычных людей. Среди представителей самого высшего сословия проблемы были такими же, как у простого народа. Но Сулейман это только видел, сам он не страдал. Как утверждает большинство турецких источников, Сулейман рос в достатке, получил самое лучшее образование и освоил военное дело еще в довольно маленьком возрасте. Уже будучи подростком, Сулейман дал себе слово, что если он станет султаном, то сделает все, чтобы народ империи был свободным, сытым и жил в безопасности. Факт второй. Отец Сулеймана был деспотом и убийцей. Доподлинно известно, что отец Кануни, Шахзаде Селим, еще в ранней молодости запланировал занять османский трон. Для этого, как утверждается, он свел в могилу своего отца, убил всех своих родственников, которые хоть как-то могли ему помешать занять трон. Деспотичность Селима была настолько жестокой, что он казнил даже собственных сыновей, оставив в живых лишь Сулеймана. Но сначала он отправил его в Кефе, это Крымский полуостров, а когда стал султаном, поставил сына управлять Западной Анатолией. Факт третий. Сулейман – сын своего отца. Из 46 лет правления империей Сулейман провел 11 лет военных походов и завоевал десятки земель. Утверждается, что этим он был сильно похож на своего отца Селима Грозного, и даже тот факт, что Сулейман убил своих собственных сыновей, связывают с унаследованной жестокостью и желанием властвовать от своего отца. Факт четвертый. Сулейман испытывал постоянный страх. Большинство источников утверждают, что Сулейман был сильно озабочен тем, чтобы быть великим императором, не похожим ни на кого другого. Когда он только занял османский трон, то хотел доказать народу, что он не сын своего отца. Кануни издал множество законов, направленных на улучшение жизни народа, чем сразу же завоевал доверие и любовь. Самым страшным сном Сулеймана было то, что народ его будет обсуждать как плохого султана, слабого и далекого от всего. Некоторые его поступки, как считают часть психологов, доказывают, что сделаны они были из-за страха потерять власть и уважение подданных. Чтобы показать себя со стороны своего парня, он сделал собственного раба Ибрагима великим визирем. Однако есть мнение, что это ему было не нужно, так как сам Сулейман все знал и умел. Сделать раба визирем – это совсем не похожий на других султанов шаг. Не желая быть таким, как все, Сулейман берет в законные жены рабыню Хюррем. Этому была не рада даже Валиде Султан, которая Хюррем на самом деле любила. Факт пятый. Сулейман впоследствии сожалел о казни Мустафы. Есть утверждение, что спустя некоторое время Кануни сильно жалел о казни своего сына Мустафы. Известный в то время поэт Яхья Ташлы-Джали осудил поступок Сулеймана в своих хадисах. Молочный брат Сулеймана Яхья Эфенди из Бешикташа также выразил свое осуждение и перестал общаться с султаном навсегда. Путешественник Эвлия Челеби утверждал,
в своих писаниях, что султан ходил печальным, хмурым и долгое время не проявлял никакого интереса к своим делам. Факт 6. Сулейман сделал свою империю европейской. Утверждается, что именно Сулейман был первым султаном, который заложил европейский подход в управлении государством и использовал европейские принципы. Именно Кануни заложил фундамент для европейского мышления в головах верующих в ислам людей государства, называемого нами Турцией. Считается, что именно во времена правления Сулеймана, когда была захвачена большая европейская территория, была сформирована та Европа, которую мы знаем сейчас. Историки утверждают, что султан Сулейман был первым и последним султаном, который лично побывал на всех завоеванных османами территориях. Факт 7. Сулейман казнил 2 сыновей и 6 внуков. Согласно историческим сведениям, султан Сулейман отдал приказ казнить своего сына Мустафу и его сына. Он считал, что Мустафа был предателем, который планировал свержение своего отца, чтобы занять трон. Однако Кануни изначально не планировал казнить своего внука, но когда начались волнения в армии янычар и проблема свержения Сулеймана стала очевидной, он отдал приказ о казни сына Мустафы, дабы предатели не воспользовались им, чтобы усадить на трон. Также он поступил и со своим другим сыном Баязидом. Он посчитал того предателем, бежавшим на вражескую территорию вместе со сыновьями. Сулейман отдал приказ казнить их всех. Факт 8. Сулейман ненавидел иранского шаха. Доподлинно известно, что Сулейман буквально грезил завоеванием иранских земель. При каждом удобном случае он старался организовать поход на иранского шаха и даже использовал показанного нам в сериале Алкаса Мирзу. По каким причинам взбунтовался второй сын шаха Исмаила, основателя династии сефевидов, неясно. Но именно его Сулейман использовал с дальнейшим прицелом усадить на иранский трон. Алкас действительно планировал занять трон Ирана и глубокими стараниями всячески помогал Кануни. Даже возглавлял армию для похода на Иран. Однако ему не повезло, все походы Сулеймана оказались безрезультативными, а схваченный иранской армией Алкас Мирза направлен в крепость Кахгахе. Там его и убили по приказу шаха. Факт 9. Сулейман жил на 2 семьи. Ни для кого не секрет, что, подсчитав все даты и возраст детей Сулеймана, историки пришли к мнению, что Кануни любил обеих женщин – Хюррем и Махидевран. Он поочередно захаживал в гареме к ним обеим, и женщин это абсолютно устраивало довольно длительное время. Неясно, почему в итоге взбунтовалась Махидевран, устроив драку. Но если бы не это событие, еще неизвестно, кто бы стал султаном после смерти Кануни. Факт 10. На склоне лет Сулеймана государством управляла Хюррем. Знаю, что эта версия весьма спорна, но давайте посмотрим, что пишут турецкие историки. Уже в 1655 году Сулейман сильно болел. Подагра буквально одолевала его сильными болями. Еще воспалился кишечник, и Кануни очень страдал. Находясь в Амасии, султан принимает посла Габсбургов. В их планы входило обсуждение мирного договора в отношении сефевидских границ. В дальнейшем посол описал Сулеймана как угрюмого и величественного с легким презрением на лице. Посол утверждает, что болезнь султана была очевидной, ведь он страдал уже последние 15 лет. Ожье Гислен де Бюзбек, дипломат и писатель времен Кануни, утверждает, что именно болезни Сулеймана сильно сблизили его с Хюррем. Хасики поддерживала и очень любила султана, только ей он мог доверить абсолютно все свои дела. Утверждается, что болезнь и зависимость от Хюррем заставили Сулеймана уже во 2-й раз поставить великим визирем Рустема, прежде казнив Кара Ахмед Пашу. Когда Рустем станет визирем во 2-й раз, он, Михримах и Хюррем примут на себя власть и обязанность управлять государством. Может, потому именно Михримах станет верным помощником своему брату Селиму, когда тот взойдет на престол. Михримах, получается, уже имела опыт в государственных делах, и кто, как не она, мог стать опытным и надежным другом.
Джалал-Заде Мустафа Челеби, один из историков того времени, описывает Кануни как «Зубде из Аль-и-Осман» и особо подчеркивает его три характеристики. Первое – это справедливость. Второе – то, что он является защитником и благодетелем народа. Третье – то, что он обладает качествами Джахан Шумуль Фатих. Цитата из биографии поколений, по-другому Табакат Аль-Мамалик. Дорогие мои, если у вас есть интересные факты о Кануни, пишите в комментариях.